And it just creates a huge pressure on all of us. И это огромное давление на всех нас. And some of it comes from the media, from glossy magazines and newspapers. Эти идеи приходят из глянцевой прессы. The articles that say 20 different types of orgasm that you should be having. Все эти статьи про вот 20 типов оргазма, которые вы должны испытывать. And women go, oh my god, I'm only having 15 types of orgasm. И тогда мы идем, о боже, у меня только 15 из этих 20. So I must learn how to do the other Так, things. надо срочно научиться, как там другие испытывать. And it just, all of this media coverage is really presenting a really artificial construct around sexuality. И вся эта пресса, она создает такую громоздкую, совершенно неправдивую конструкцию вокруг темы сексуальности. And it's made much worse by pornography. И, конечно же, порнография только усугубляет дело. So I don't think that pornography is wrong in itself. Я не считаю, что порнографии быть не должно или что-то с ней не так. But what it does do is it creates a lot of pornography creates a very distorted idea about what sex should look like. Но то, что мне не нравится в порнографии, это то, что это создает искаженное представление о том, какой должна быть сексуальность. The problem is that when we begin to believe what we see in pornography is what sex is meant to look like. Проблема в том, когда мы начинаем думать, что секс у нас должен быть такой, как показан в порнофильмах. And even though at a rational level we might think, yeah, of course that's just porn, that's not real. И, конечно, даже мы себе что-то рационализируем, да, что, это кино, да, то есть в жизни-то не обязательно, чтобы у меня так было. At some level, the messages that we see in that kind of imagery, it comes in and it lands somewhere inside us. Но вот эти послания из этих фильмов, из порнокультуры, где-то куда-то в нас попадают и делают свою защитную работу. And what we have to remember is that pornography is performance. И то, что нам нужно помнить, это то, что порнография – это постановка. It's acting. Это игра актерская. Even if sometimes it's enthusiastic acting. Даже иногда, если актеры достаточно полны энтузиазма. So it creates this false imagery around sex. И это создает неверные представления о том, что такое секс. And the big problem is that there isn't really an alternative reference bank for images or ideas around pornography that's different. И проблема в том, что нет никаких иных ролевых моделей, что ли, да, откуда бы мы учились и где бы мы увидели какую-то альтернативу этому. There is the tantric world. Есть тантрическое сообщество, which teaches that sex is a connection to spirit, which it is. Которое учит тому, что секс соединяет нас с духом и душой, так и есть на самом деле. And that's also been part of my background and training, so I know that world very well. И у меня в жизни был период, когда я активно практиковала тантру. But in my experience, there's also quite a lot of limitation and judgment in tantra. Но по моему собственному опыту там много также ограничений в тантре и осуждения. There's a particular way that you're meant to be in that world. Есть как будто бы особый способ, каким вы должны быть, чтобы быть в тантрическом сообществе. And for a practice that's kind of about connecting to spirit, I also experience there's a lot of ego in that world as well. И я тоже вижу много духовного эго в том, чтобы заниматься не сексом, но как бы заниматься чем-то духовным. But more significantly is that a very small percentage of people are going to find their way into tantra. Но даже более печально для меня то, что очень маленький процент людей когда-либо откроет эту дверь для себя тантры, да, поскольку это все. And where this transformation is really needed is out there in the ordinary world amongst ordinary people. И вот эта трансформация, она больше всего нужна людям в обычной жизни, которые работают на обычных работах, социальным людям. So my work and my mission И поэтому моя работа и моя личная миссия has really been to take what I've learned from my psychotherapy and clinical sexology training and from tantra. Чтобы взять и объединить то, что я изучил в психотерапии, в клинической сексологии, в тантре. And to combine these together into a model that can be anyone can understand this. И создать интегральный подход, который может быть легким для понимания многих людей.
And my partner and I just finished our first book. И мой партнер по жизни, и я только что закончили нашу первую книгу. Which will be published next year, early next year. И она будет издана в начале следующего года. Called Real Sex. Которая называется «Подлинный секс». And in it we talk about 7 keys, 7 important things that we say make up for really, really great sex. И в ней мы говорим про 7 ключей к потрясающему сексу.